Что потянет одна солнечная батарея напрямую? Сегодня мы будем подключать к ней оборудование напрямую. Какое, сейчас покажу в этом видео. Значит, вот хочу вам лайфхак рассказать интересный. Любая солнечная панель дает больше, чем по паспорту. То есть моя солнечная панель дает 450 ватт, там 10,5 ампер, но по факту она 14 ампер дает, ну и вообще 740 ватт. Это при хороших погодных условиях, типа как сейчас. У меня есть вторая панель 280 ватт. Мы будем проверять 450. Так, вот я сейчас подключил мультиметр 48 вольт. И тут чайник. Сейчас вот будет реакция. Я буду включать его и включил чайник. Просадка. Выключил. Включил. Выключил. Вот у нас чайник. Вода вот такая вот. Сейчас только подключил. Даже не кипит. И посмотрим, за сколько закипит. Вот я сейчас подключил вот так вот вилку прямо напрямую к автомату защиты, через который напрямую проходит солнечная панель. Вот еще раз показываю. Выключили, включили. Я думаю, уже, убедительней больше уже нет аргументов. Потому что многие ребята пишут, что когда там за кадром кипящую воду, что-то такое. Я сейчас покажу дальше, какие можно приборы подключать. И, тут много покажу приборов, какие реально работают. И за сколько все кипятится. Бойлер, за сколько там тостер, и так далее. Так, вот сразу показываю. На мультиметре вот видно, включен режим постоянного напряжения. Чайник вот выключили, чайник включили. Смотрим. Пар идет такой хороший аж. Вот. Телефон вот подвожу, и уже приличный пар такой идет. 5 минут работы. Пар пошел, вот видно, да? В принципе, видно, он бурлит вода. Видно такие бульбашки. Пар идет. Как видите, за 9 минут в среднем чайник очень даже нагревается. Линза на камере потеет мгновенно. Так, ну что, я вот сейчас стенд подключил. У нас мощность я уже в предыдущем ролике показывал. Значит, он рассчитан на 230 вольт, 1950 ватт. То есть 2 киловатта, мощность. Он сейчас нагревается. Я поставлю воду, потому что мне в предыдущем ролике кто-то умудрился написать, что я его как-то там за кадром нагреваю и потом выливаю на него воду. Но я сейчас его в воду окуну. Вот как сейчас он нагрелся немножечко. Я его сейчас в воду окуну. И когда он разогреется, я буду вытаскивать его с воды, вы будете видеть, как он шипит. То есть это подделать никак нереально. То есть, как многие считают, вот я вот так его сейчас вот так вставлю. Видите, да? Пошла реакция. Он сейчас горячий, но недостаточно. То есть многие ребята говорят, а как такое вообще типа может быть? 2 киловатта, какая-то там панель на 450 ватт может разогревать. Смотрите, в принципе, любое напряжение будет давать реакцию. Просто более малое напряжение, оно будет меньше показывать эффекта по нагреву. Потому что, в принципе, электроны все равно бегут, и нагрев происходит. То есть нужно для полноценной работы 2 киловатта, но даже если вы дадите 280 ватт ему от панели, к примеру, там, он тоже будет работать. Сейчас он начнет воду греть, и я его буду вот так вот вытаскивать. Даже сейчас вытаскиваем. Достаточно горячий. Нужно подождать хотя бы 10 минут. Вот мы можем наблюдать. Пар вообще идет, да?
Вот таким образом у нас и бойлер нагревается. Вода закипела. Как видите, все вот от этого розетки сейчас фокус чуть потерялся. Вода вот ушла с тена. Сейчас опять шипит. Слышно, да? Подождем сейчас чуть-чуть. Испаряется вода. То есть бойлер работает по такому принципу. Индикации нет, я в предыдущем ролике показывал. Но вода продолжает греться. И, кстати, больше 6 часов бойлер не держу, потому что он не будет отключаться, как там стрелка будет дальше повышаться. То есть лучше таких не делать экспериментов. Сейчас вода вот уйдет. Она уже ушла. Сейчас вот он нагреется в этом месте. Я сейчас покажу, как он шипит. Вы слышите, да? Пар идет. Так, он мне вот сейчас немножко нагрелся. Показываю. Вот он подключен. Мультиметр. Тен. Кипятит воду он такой вот литр воды где-то, ну не кипятит прям, но нагревает это так прилично. Ну, где-то за минут 5-7. Вот такой вот пол-литровая баночка воды. Вот мы сейчас выключаем тен. Хоп. Реакция была. Я одним кадром, не отрывая, беру болгарку. Вот мы сейчас ее включаем сюда. Реакции нет. Сейчас, смотрите, запущу. То есть она у меня пусковая, ну, то есть быстрый пуск. То есть здесь не будет такого постепенного. Я вот сейчас розетку с дому притащил. Сейчас покажу, как реально должна болгарка запускаться. Вот я сейчас отключаю. Это у нас уже 220 вольт. Вот. Ну, то есть полуоборотная, полупуск. Вы поняли, короче. Так. Следующий у нас блендер. Мощность 200 ватт. Как видите. Включаем напрямую. Как видите, 47 вольт у нас. Работает. То есть какой-то коктейль там, в принципе, замешать можно. Сегодня у нас чисто техническое видео. В следующем буду показывать, как что-то готовлю. Хотя бы в этом видео тоже кое-что приготовим. Следующий у нас пациент — это тостер. А ну, работай. Надо уже аккумулятор менять. Вот мы щупы берем. Опа! Выключаем. Включаем. Спокойно работает, то есть все хорошо. В принципе, имея солнечную панель, уже можно не скучать. По оборудованию уже что-то можно включать. Тостер 850 ватт. Здесь я на всю катушку включил. Вот. Включил на всю катушку. Да, на 7. И мы его сейчас вот так подключим. Посмотрим, какие будут скачки напряжения. Вот. Ну, незаметно есть. Сейчас хлеб сюда положим, посмотрим, как он быстро приготовится. Вот у нас хлеб свеженький. Сюда вот его поклали. Вот так вот. Ну и посмотрим, через сколько времени на нем хоть какая-то корка появится. Будем ждать. Вот, смотрим. Вот так вот. Видите?
Ждем. Ребят, прям очень долго надо вот ждать. Где-то минут, ну, 15-20. Давайте проверим. Ну, он горяченький. Но уже, как видите, не такой ломкий. Ну, уже реально корочка есть. Хрустит. Сейчас инвертор выключим. Немножко темно здесь будет, но... Слышите? Вот так вот. Ну, такой горяченький. И тостер. Не так, конечно, как от розетки. Ну, прикольно. Ну, а сейчас мы будем использовать любимый инструмент столера. Кто поймет, тот поймет. Так, вот у нас мультиметр. Все по тому же принципу. Берем эту штуковину, и мы будем смотреть, как реакция происходит на мультиметре. Я хочу сказать, что низкое напряжение, напоминаю, оно для всякого такого оборудования небезопасно, там, где есть обмотка в особенности, потому что, ну, нужно хотя бы 110 вольт, как в Японии, да. Но если последовательно подключить там 2 панели таких вот, где-то там соточка будет, вот. А можно 4, в принципе, взять, но если даже иметь одну панель, как видите, можно не остаться без электричества. Значит так, друзья, есть обычные обогреватели, которые, вы знаете, просто батарея такая вот, как радиатор. Ее можно подключать, но вот эти штуки не вздумайте. Я рассказывал в предыдущем ролике, но у вас часто много новых зрителей, поэтому рассказываю. Он не может даже запустить от 50 вольт. Здесь мотор. Ему нужно реально, ну, 220 вольт и все. То есть, когда мы включаем вот так единичку, вот мы видим уже там единичку, двоечку включаем, вот реакция пошла. Вентилятор не запускается, а нагревательный элемент будет греть. А суть, чтобы вентилятор дул, охлаждал его и дул нам теплом. Но вентилятор дуть не будет, и эта штука приведет в таком, значит, варианте к пожару. Поэтому это небезопасно, это делать нельзя.